Хронопортал Арсенал гномов. Итак, погнали. В первую очередь нужно выбрать сетап для прохождения. Донаторы с VIP-11 могут использовать для прохождения следующий сетап. Крестовый рыцарь, маг смерти, колдунья, манипулятор и капеллан. Данный сетап очень комфортен и в принципе достаточно безопасен в плане косяков. Но если вы обычный смертный, то лучше всего воспользоваться таким сетапом, как голос глубин, фехтовальщик с розой, дух мести, королева проклятий и манипулятор. Конечно, он менее защищен от косяков, и любая ошибка может привести к смерти одного из героев. Но если вы все будете делать правильно, то при достаточной усидчивости вы сможете пройти этот хронопортал. Во вторую очередь нужно выбрать подходящий рандом, то есть когда ваших героев не будут убивать в первые секунды боя. Вы думаете, что тут все замешано на тайминге, но вы не правы и правы одновременно. Тайминг очень важен, но также важна лично ваша удача, так как иногда, пройдя первую фазу, вам просто может не повезти на второй, и у вас сходу убьют либо фехтовальщик, либо дух мести. А все потому, что мобы 105 уровня и контролирующие способности ваших героев просто на них не срабатывают. Не отчаивайтесь, шанс срабатывания способностей изменится, если вы просто поменяете время применения ульт у таких героев, как манипулятор и королева проклятий. На первой фазе боя нас ожидает машинист, и нам следует очень внимательно следить за применяемыми им способностями, такими как ракета из задницы и пил-пил-лазер, а также ульта, способная превратить всю нашу команду в фарш. То есть нужно не оставить ему ни одного шанса ими воспользоваться. Чередуем контроли, лучше всего их не совмещать, а использовать последовательно, один за другим. Запомните, фехтовальщик набирает ульту быстрее всех, потом дух мести и только потом голос глубин и манипулятор. Даже если вы допустили косяк, не повлекший смерть ваших героев, не спешите начинать сначала. Возможно, это как раз к лучшему. На второй фазе боя противником у нас будет пилот, который сходу может убить дух мести и фехтовальщика. Но, как я уже говорил, поменяйте начальное время использования ульты манипулятора, и ситуация изменится. Запомните, дальше, после его оглушения, будет массовая провокация от манипулятора. Дальше внимательно следите за его взлетом и прерывайте его контролем. Особенно, если вы видите кружок на полу рядом с героями третьего ряда. Если у вас кончатся контроли или же один из них не сработает, то есть шанс, что пилот просто промажет ракетой или не убьет героев при пролете. На третьей фазе боя противниками у нас будут мини-пилот и машинист, такой же как в первой фазе. Следить нужно сразу за обоими. Если на ракету и пролет пилота можно не обращать внимания, то ракету из задницы, пил-пил-лазер, а также ульту машиниста игнорировать не стоит. Прерывать их нужно сразу. Также не стоит игнорировать супербомбу пилота, она тоже фатальна для ваших героев. Шансы закосячить тут выше, чем на первых двух фазах, так как сердечко стучит, адреналин курсирует по вашей кровеносной системе, некоторые органы сжимаются, а некоторые разжимаются. Успокойтесь, все будет хорошо. Если вы ничего не перепутаете и все сделаете правильно. Призы 9 сложности не намного отличаются от 8, поэтому только вам решать, стоит ли этот хронопортал таких мук. На этом все, удачи!